Добрый день, дорогие пекари! Я рада вас приветствовать на моей кухне. И сегодня поговорим об ослабленном брожении ржаного теста и об ослабленной ржаной закваске. У нас с вами продолжается зима. Температуры, как правило, во многих помещениях, квартирах, домах пониженные относительно летних, и закваска начинает бродить слабее, медленнее, и это не замедлит сказаться на том, какое будет тесто и какой получится хлеб. О том, как выглядит ослабленная закваска пшеничного хлеба и ослабленное брожение пшеничного теста, я уже рассказывала. Оставлю ссылки в описании. Посмотрите, у меня был прям подробный эксперимент по всем этапам. Если взять ослабленную закваску, как это скажется на тесте, и потом был подробный разбор с иллюстрацией того, как выглядит хлеб на ослабленной закваске. Посмотрите, я думаю, вам будет интересно. А сегодня поговорим о ржаном хлебе. Очень много сейчас получаю комментариев про ржаной хлеб, почему он получается низковатый, плотноватый, почему он отличается от того, что я показываю в рецепте. Например, очень популярный мой хлеб ржаное чудо. У кого-то получается влажноватый, плотный, не такой пористый, и получаются разрывы либо снизу, либо сбоку, либо сверху. В разных частях корка рвется, и хлеб получается не такого качества. И я всем повторяю одно и то же. Корень проблемы нужно искать в закваске. Сейчас зима, температура у нас пониженная. В частности, у меня сейчас на кухне 18, бывает градусов 19, 20, 22 в разное время суток. При разных направлениях ветра температура может быть разной, при разной внешней температуре. Если на улице около минус 30, то, соответственно, и в помещении у нас тоже достаточно прохладно становится. К тому же закваски мы привыкли держать в холоде, в том числе и ржаную закваску держим в холоде. И она там, конечно, ослабевает. Кстати, мне тоже писали такие комментарии, что закваска бурлит в холодильнике, буквально через верх переливается, и все с ней замечательно. Но не забывайте, что у ржаной закваски есть два очень важных аспекта брожения. Это дрожжевая его часть и молочно-кислая его часть. И если прекрасная закваска бурлит у вас в холодильнике, поднимается, разрыхляется, это значит, что дрожжевая составляющая работает хорошо. Но это совершенно не означает, что также хорошо работает и молочно-кислое брожение в вашей закваске. Потому что молочно-кислое брожение любит тепло в пределах от 26 градусов тепла и до 32. То есть, если температура пониженная, эта часть брожения замирает, закваска не набирает нужной кислотности, в итоге мы получаем липковатый, такой глинистый мякиш. Тесто не набирает нужной кислотности и не получается того качества, которое мы от него ожидаем. Итак, если закваска у вас ослабла, то как это понять и к чему это будет приводить? Первое, что нужно сделать, это достать ее из холодильника, покормить так, как вы обычно кормите, не в увеличенных пропорциях, а в стандартных, и оставить при температуре 28-32 градуса тепла на созревание. Если с закваской все в порядке, то через примерно 3-6 часов, ну ориентируйтесь на 5-6 часов, она у вас должна подняться, разрыхлиться и стать приятно кисловатой. Кисловатая — это значит, она вызывает слюноотделение. Она не сводит вам скулы, не вызывает такую гримасу, да, от кислоты. Она приятно кисленькая, как кефир, которому несколько дней. То есть не свежеприготовленный, а такой уже постоявший кефир. И это значит, что закваска у вас хорошо вызревает. Если через указанное время она либо не разрыхлилась, либо не приобрела нужную кислотность, это значит, что она у вас ослаблена. Ее нужно регулярно кормить и держать в тепле. В холодильник убирать нельзя. И вот вы ее несколько раз покормите, она должна вернуться в нормальное состояние. Если же вы возьмете ту самую ослабленную закваску, замесите на ней тесто, то и дальше вы можете увидеть признаки ослабленного брожения. Ну, первое и самое главное, что у вас тесто или опара, или любая другая стадия ведения теста не успевает созревать в указанное время при указанной температуре. Вот вы взяли мой какой-нибудь рецепт. Например, то же самое ржаное чудо. Замесили тесто, поставили его бродить, и через указанные 3 часа тесто у вас не созрело, не поднялось, не появились дырочки, либо на расстойке это происходит. Вы сформовали хлеб, положили его с температурой, все в порядке, и вы видите, что расстойка не происходит. Тесто не поднимается, дырочки не открываются.
продухи на поверхности не появляются, и в итоге расстойка у вас по сути не заканчивается в указанное время. Вы отправляете хлеб печься, и что вы видите по итогу? Вы видите несколько разрывов по верхней части, либо сбоку, либо и сверху, и сбоку, либо вдоль нижней корки. То есть у вас хлеб начинает рваться, потому что он недорасстоялся и не добродил. Итак, признаки того, что ваша закваска ослабла, и она привела к ослабленному брожению ржаного теста, состоит в том, что готовый ваш хлеб имеет разрывы на корке в разных его частях, имеет слишком плотный, слабо разрыхленный мякиш, либо мякиш у него липковатый, глинистый, и он плотнее, чем должен быть. Время брожения вашего теста на разных этапах не соответствует рецепту, оно получается больше, тесто не успевает вызревать. Если вы заметили такие признаки у своего хлеба, это значит, что брожение было ослабленным. В процессе этого видео я поставила пару примеров, вы их увидели, я надеюсь, они вам помогут разобраться, что же происходит с вашей ржаной закваской, с вашим ржаным хлебом, и у вас непременно будут хорошие результаты, вы исправите ошибки и добьетесь самых лучших и вкусных хлебов. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте, приходите в Telegram, будем с вами общаться. Все ссылки есть в описании. Присоединяйтесь, будем с вами печь и испечем еще много всего интересного.